Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя, вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, что важно знать на завтра. Что же посоветует нам Таро на завтра? Первое, что могу сказать, не спешите. Завтра может быть день, когда все будет намного медленнее, чем вы себе представляли или чем вы планировали. Тут еще имеет значение, уверены ли вы в ваших действиях, уверены ли вы в вашем решении. Это может касаться как работы, карьеры, бизнеса, так это может касаться и отношений. Насчет здоровья, вот тут я вижу замедление. Ну, так у меня пошло. Тут я вижу не проблемы, а затягивание, что вы затягиваете и по какой-то причине не идете к врачу. Может быть, у вас есть какой-то страх перед определенными диагнозами, и это одна из причин, по которой вы... Да, симптомы есть, может быть, это просто психосоматика, может быть, что-то произошло, и я просто знаю, что особенно, когда у нас идут симптомы, а мы заняты, мы работаем, мы даже забываем и прокрастинируем именно визит к врачу. Вот тут я вижу такую ситуацию тоже. Карты советуют вот по этой карте не ругать себя, не переживать, и даже если это касается врача. Дело в том, что эта карта еще говорит, что нет уверенности в чем-то. Поэтому прежде чем что-то делать, куда-то идти, нужно прежде всего принять вот это время как передышку и как время для решения. Потому что принимать решение по этой карте не совсем продуктивно. Смотрим дальше. Что же еще нам посоветуют карты? Интересные. Карты посоветуют, может быть, бросить идею. Ну, не просто бросить, не полностью бросить какую-то идею, а именно... Если что-то у вас не получается, а по предыдущей карте я вижу, что так оно может и быть, советуют начать сначала и идти другим путем, попробовать что-то еще, попробовать что-то новое. Также для некоторых из вас благоприятный день для новых начинаний, вот что-то начинать с нуля. А вот как я сказала, для тех, кто не уверен, и для тех, у кого что-то не получилось, не отчаиваться, относиться к этому легче по дураку или шуту, это и так называется эта карта. Совет идет более наивно. Вот наивность у шута есть, у дурака есть наивность. Но я не говорю, чтобы вы стали наивными, я имею в виду, и карта советует, чтобы вы легче относились к тому, что происходит вокруг вас, не переживали так сильно. Вот по повешенному люди очень часто переживают, потому что что-то не получается, что-то затягивается. То, что казалось... можно сделать за час, никак не можете закончить через 3 часа. Это один из примеров. Так вот, относитесь к этому легче. Во-первых, может быть, и не будет тогда этих затягиваний и этих заморочек. И, соответственно, вам будет легче тоже. И что еще важно знать на завтра, что же посоветует вам еще Таро на завтра – знаете, очень интересный день завтра. 3 старших аркана. Могут происходить какие-то события, которые именно посланы вам Вселенной. По этой карте тут еще получается, что кроме того, что было бы здорово начать сначала и пойти другим путем, еще было бы здорово приобрести знания какие-то. Каких-то знаний вам не хватает. Вот,
извините, у меня английский язык идет, и я пытаюсь, поэтому получается такая невнятная речь еще. Это вот, я говорю, не люблю я эти слова-паразиты, простите, буду стараться. Так вот, еще по этой карте я просто смотрю уже по полному раскладу. Некоторые из вас будут надеяться на что-то или на кого-то в помощь вам. Так вот, будьте готовы, что вот в этот день помощи не будет, и вам придется рассчитывать только на себя. Также еще один совет этой карте. Вот тут я вам сказала, что могут быть какие-то переживания, какое-то раздражение. Взять немножко времени для себя и успокоиться. Может быть, даже попробовать расслабиться и помедитировать. Это советуют карты.